А вчера кто-то задал мне вопрос. What is the vision of a Madhyama Adhikari? В чем состоит видение Мадхи Мадхикари? How does he see everyone equally? Как значит, что он видит всех равных? Because in Bhagavad Gita it said Brahma Bhuta Prasanatma, that when one comes to the Brahma Bhuta platform, which is being described there, then one becomes joyful. Как описывается в Бхагавад-гите, что если человек достигает уровня Брахма-бхуты, то он переполняется радостью. And what is that joyfulness? Nashoshiti nakanshiti. That one doesn't hanker or lament. И благодаря этой радости он больше ничего не желает и ни о чем не скорбит. Obviously, when one misidentifies oneself as being part of the material world, one identifies with the body and the mind. Очевидно, что если человек неправильно отождествляет себя и считает себя частью этого материального мира, считает себя этим материальным телом и умом, one feels that there's something missing. То человек всегда будет чувствовать, что ему чего-то не хватает. Actually, Krishna is what's missing. На самом деле ему не хватает Кришны. But people don't know that. Но люди не знают об этом. They don't know that actually what they're missing is Krishna. Они знают, что в действительности им не хватает Кришны. Instead, they take something external as what they lack. Vместо этого они считают, что им не хватает чего-то внешнего. And even their leaders, Andaya Tandir, Upagiyamanaste Pisha Tandra, Tandram, that even their leaders, they're also blind. Но, к сожалению, даже руководители и лидеры современного общества тоже слепы. The persons who are supposed to tell them that Krishna is the goal, they don't know that Krishna is the goal. То есть те, кто должны как раз и говорить о том, что Кришна является верховной личностью и целью, они об этом не говорят. Они не знают этого, что Кришна цель. Because Bada, they're also bound up by ignorance. И именно они тоже связаны веревками невежества. Therefore, when we get free, what is this hankering lamentation? Krishna says, Ichcha dvesha samutena dvandva mohena bharata sara bhutani samoham sarge yanti parandapa. Chapter 7, verse number 27. Также Кришна говорит о том, что такое скорбь и желание. Это 27 стих из 7 главы Бхагавад-гиты. О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. So Krishna says, everyone wants to be the Lord here. И таким образом Кришна говорит, что каждый хочет быть здесь господином. Maybe we don't want to claim that we're the supreme God. Может быть, мы не заявляем, что мы верховные господа. We just want to be a little God. Мы хотим просто быть маленьким башком. This is mine. О, это мое. Это мое. And we hate the fact that we're not God. И нам ненавистен тот факт, что мы не являемся Богом. And material nature keeps on reminding us that we're not the supreme Lord. Но материальная природа продолжает напоминать нам, что мы не являемся Верховным Господом. So when we're young, we're very enthusiastic. This time I'm going to be the controller and the enjoyer. По молодости мы проявляем огромный энтузиазм. Сейчас я буду контролировать и наслаждаться. And then after some time, we realize I'm not actually enjoying. Но через какое-то время мы начинаем понимать, что это наслаждение нет. И я особо-то ничего не контролирую. И тогда мы начинаем протестовать. О, Бог, Он против меня, Он не хочет, чтобы я контролировал и наслаждался. So we want to be God, we want to be Krishna. We hate the fact that we can't be Krishna. Мы хотим стать Богом, мы хотим стать Кришной, и нам ненавистен факт, что мы не Бог и не Кришна. So when we get free from that, we become prasanatma. И когда мы освобождаемся от подобного сознания, это называется прасанатма. That one is no longer an anxiety. Человек не испытывает больше беспокойства. There's nothing to achieve in the material world.
Он не считает, что чего-то нужно добиваться в материальном мире. Everyone has their plans to become God here. Здесь у каждого есть план, как стать Богом. And all one's plans eventually are all smashed to pieces. И в конечном итоге все планы разрушаются, подобно. And because we have so many plans, Но так как у нас очень много планов, we have our friends who help us fulfill those plans. у нас есть друзья, которые помогают нам осуществлять эти планы. And we have the people who are opposing our plan. Также есть у нас люди, которые мешают осуществлению наших планов. Obviously, when there are 7 billion people on this planet, Очевидно, что когда население земного шара 7 миллиардов, and 7 billion people are trying to become God, и все 7 миллиардов пытаются стать Богом, there's a few problems along the way. В связи с этим возникнет несколько небольших проблем. So those who are opposing me, they're my enemies. Итак, те, кто против меня, они мои враги. He is my enemy. Он мой враг. I've killed him. Я убью его. And my other enemies will also be killed. Я убил его, и всех моих других врагов я тоже убью. I am the Lord of everything. Я и Господь всего. I am perfect. Я совершенный. I am powerful. Я And могущественный. I am happy. И я счастливый. So this is all, when we get free from this is called liberation. И когда мы освобождаемся от подобного сознания, то это и есть освобождение. So people may think I'm their friend, or they may think I'm their enemy. Человек может думать, вот это мои враги, это мои друзья. But one has nothing, someone who has nothing to gain in the material world or nothing to lose. Но если кто-то не стремится что-то приобрести в материальном мире и не переживает что-то потерять, In that way, one can see everyone equally. тогда он может всех видеть равно. And in that way, one can see everyone as a person that one can serve. Тогда он может всех видеть как объект своего служения. Either by cooperating with them to spread the Krishna consciousness movement. Или он сотрудничает, и чтобы распространять движение сознания Кришны. Or to give them some of Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Или дает какую-то милость читания Махапрабху. In the form of Prabhupada's books. Или в форме книг Шрилы Прабхупады. Or in the form of prasada. Или в форме прасада. Or in the form of the holy name. Или в форме святого имени. And then one can see the persons who simply are against Krishna. И также он может видеть личности, которые против Кришны. They're the ones who make all the advertisement that there is no Krishna, you all become Krishna. Которые то и дело, что занимаются популяризацией того, что нет Кришны. So one tries to avoid these people. Такой преданный избегает таких людей. Although one recognizes that they're all spiritual souls. Хотя для него очевидно, и он это видит, что все они духовные души. Simply playing different parts in the material world. Они просто играют свою роль в материальном мире. Just like in a big theatrical stage. Как подобно тому, как может быть большая театральная постановка. Someone is a dragon in the play. И кто-то по сценарию играет дракона. Someone is a king. Кто-то царя. Someone is the princess. Кто-то играет принцессу. But we know it's just a play. Но мы знаем, что это спектакль. If after the play, если после спектакля you take a sword and you cut off the head of the actor who's playing the dragon, и вы берете меч и срубаете голову актера, который играл дракона, it wouldn't be appreciated. Никто не оценит. Because it's just a play. He's not a dragon. Потому что это был всего лишь спектакль, и актер не является драконом. Simply, no one is their material body. Поэтому мы отличаемся от нашего материального тела. No one is their material mind. Мы отличаемся от материального ума. It's this part of a play, a drama that we're going through. Это часть спектакля, часть драмы. So to understand that, then we can see everyone equally. И если мы это понимаем, то мы можем равно относиться ко всем. Everyone is actually Krishna's eternal servant. В действительности все являются вечными слугами Кришны. Some are covered by illusion. Кто-то покрыт иллюзией. And some are liberated. Кто-то освобожден. And some are actually engaged in Lord Krishna's service. А еще другие могут заниматься служением Кришны. But they're all equal. Но они все равны. Because they're all children of Krishna. Потому что они все являются детьми Кришны.
Prabhupada used to criticize the people who were killing animals. Шрила Прабхупада критиковал людей, которые убивают животных. Just like your father, he has so many children. Он говорил, что у отца может быть много детей. So one of them is less intelligent. Ну и один из них может быть недоумный. So if one of the more intelligent sons tells the father, И если вдруг какой-то нормальный, разумный сын обращается к отцу that your less intelligent son, I killed him, и говорит, знаешь, вот у тебя был сын недоумок, я его убил. and I ate him for dinner. И на ужин его съел. So will the father be pleased? И что, отцу это понравится? You've done very well. Ты, да, правильно поступил, молодец. No, he'll be very sorry. Why did you kill my child? Мне он очень расстроится, зачем, он спросит, зачем ты убил мое дитя? So even in the body of the animal, there is a soul, Даже в теле животного находится душа. but because of their past activities, they've taken the body of an animal. Но из-за своей деятельности в прошлом они получили тело животного. But that soul is also Krishna's eternal servant. Но эта душа тоже вечная служанка Кришны. And Krishna wants the soul to go back to the spiritual world. И Кришна хочет, чтобы все души вернулись назад в духовный мир. But the most advanced devotee, Но самые возвышенные преданные, then he sees Krishna everywhere and sees everything in Krishna. видит все в Кришне и Кришну во всем. He doesn't think that anyone is not engaged in Krishna's service, Он не считает, что кто-то не занят служением Кришне, except for himself. за исключением себя. He thinks everyone else is a very nice devotee except for me. Он считает, что все вокруг замечательные преданные, за исключением меня. Obviously, that's not something to imitate. И очевидно, что это очень сложно, этому сложно подражать. Just like Lord Chaitanya had followers who are on that level. И у Господа Чайтаньи были последователи, находящиеся на этом уровне. One of them was Murari Chaitanya Das. Одного из таких звали Мурари Чайтанья Дас. Murari Chaitanya Das was so much in ecstasy, Он испытывал такое блаженство. he used to go into the forest and find tigers. Он шел в лес, чтобы найти тигра. And he'd slap their faces. И он шлепал его по щекам, по лицу, по морде. Has anyone ever seen a tiger here? Кто-то из здесь присутствующих видел когда-нибудь тигра? In the zoo. В зоопарке, наверное. Could you imagine going to the cage and the tiger sitting there? Представьте, вы заходите в пещеру, а там And you сидит go up to the тигр. tiger, whack, whack. Подходите к тигру и бьете его по морде. But he used to slap the face of a tiger. Но он так и делал, бил по морде тигра. But he was so much in ecstasy Но он был в таком блаженстве, that the tiger would go. что тигр начинал мурчать. And he used to go into the forest and find venomous serpents. Или в том же самом лесу он находил ядовитых змей And he'd play with them on his lap. и играл, держа их у себя на коленях. Sometimes he'd go underneath the water for 4 days Иногда он спускался под воду на 4 дня and chant Hare Krishna. и там повторял Харе Кришна. I guess when he was behind on his rounds. Я убежден, что, точнее, мне кажется, что он делал это помимо основных 16. So how can we imitate such a devotee like that? Можем ли мы имитировать преданных? It'd be very dangerous. Это очень опасно. I'm a great devotee. Я великий I'm a преданный. Mahabhagavad. Я Махабхагава. Let me prove it. Дайте-ка я докажу всем. Let me climb into the cage of the tiger. Дай-ка, я, наверное, пойду в пещеру к тигру. When the tiger's sleeping, I'll kick it. Пока он спит, я его Then I'll пойму. slap it. И потом буду бить его по морде. And have someone take a picture. И пусть кто-нибудь меня сфотографирует. My last picture. Мое последнее фото. They can celebrate the disappearance day of the great Mahabhagavad. Чтобы все могли отмечать день ухода великого Махабхагавата. As I was saying before, that when one realizes that Krishna and Krishna's name are non-different,
А как я раньше уже говорил, что в определенный момент преданный понимает, что нет разницы между Кришной и его святым именем. That is not something small. И это не что-то такое маленькое. There's very supreme personality of Godhead who appeared here 5,000 years ago, when you actually see him directly by chanting Hare Krishna. То есть верховная личность Бога, которая приходила сюда 5000 лет назад, и есть святое имя, которое мы повторяем. That's called offenseless chanting. Этот уровень называется неоскорбительным. So at that time one will actually realize one's spiritual identity. И на этом уровне человек может понять свое духовное тождество. Just like when the sun comes up in the daytime. Как, например, когда днем восходит солнце. Jnanena tutar agyanam yesha nashitam atmanaha tesham adityaval jnanam prakashiti tattva. That's chapter 5. Text number 16. Это стих из 5 главы, стих номер 16. 16, it could be 17, 18, 19. No, it could be, I think it's 16. What is 16? 16. Yeah. Jnanena tutatadhyanam. Yeah. Jnanena tutatadhyanam. Yeshana. What's that? Yesham nashitam atmana. Tesham adityaval jnanam prakashiti tattva. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. When Krishna appears, then everything becomes 100% clear. Когда Кришна является, все становится на 100% ясным. One realized there's Krishna. Человек понимает, есть Кришна, My eternal friend, мой вечный друг, my eternal master, мой вечный господин, my eternal child, мой вечный ребенок or my eternal lover. или мой вечный возлюбленный. And one can see everyone else what their spiritual identity is. И также человек начинает видеть духовное тождество всех вокруг. Not some just ordinary realization. И это не как какое-то обычное понимание. That supreme person who is the source of all beauty, all strength, all wisdom. Что верховная личность — это источник всей красоты, всей мудрости, всего знания. To directly have his association is not something ordinary. Иметь его непосредственное общение — это не что-то обыденное. And then at the same time, в то же самое время, then one has an interest. One knows Krishna's interest is to spread Krishna consciousness. Человек понимает, что Кришна появляется, чтобы распространять сознание Кришны. So one has the same interest Krishna has. Это интерес Кришны, и тогда этот интерес приходит к этому One человеку. works 24 hours a day to help spread Krishna consciousness. И такой человек 24 часа в сутки занят тем, что распространяет сознание Кришны. He has no other interest. У него нет других интересов. Otherwise, how could Srila Prabhupada, at the age of 70-something, 70, take a boat to America? А иначе как объяснить, что Шрила Прабхупада в 70-летнем возрасте отправился на корабле в Америку? Has anyone ever taken a boat across the ocean? Кто-то когда-нибудь на корабле через океан плавал? You have. How long did it take? Сколько заняло это у вас по времени? Months and a half. A month and a half. Was it very pleasant? Как приятное путешествие? По-разному было. Different. Well, Prabhupada, how old were you when you took your boat? А сколько вам лет, когда вы сели на корабль? 26. 26. 26. Prabhupada was 70. Шрила Прабхупаде было 70. And on the boat he had 3 heart attacks. И во время путешествия на корабле у него было 3 сердечных приступа. He had no money. У него не было денег. 25 rupees. Всего лишь 25 рупий. And he knew no one in America. И он никого в Америке не знал. Could you imagine when you're 70 years old, taking a boat across the ocean, you know no one where you're going, you have no money. Можете себе представить ситуацию, вы едете через весь океан в Америку, там вас никто не ждет, вы там никого не знаете, у вас нет денег.
how many people would do that unless they were serious about what they were doing? Сколько человек отважится на это, серьезно задумавшись, зачем им туда ехать? Prabhupada didn't even know whether or not he was going to be able to eat anything. Шрила Прабхупада даже не знал, сможет ли он там найти что-нибудь съестное. He didn't know if there were any vegetables there. Он не знал, есть ли там овощи в Америке. He thought the only thing Americans ate was meat. Он думал, что единственное, что едят американцы, это мясо. So he had 2 trunks. Поэтому он взял с собой 2 сундука. One was filled with his Bhagavatams, И один был наполнен Бхагаватом, and the other was filled with rolled oats. а другой был наполнен сухой едой. You know, rolled oats are? Rolled Oats, you know, oatmeal. Овсянкой. Извините, Because he thought, if I can't eat anything, at least I'll eat some cereal. И он думал, что по крайней мере, если я ничего не найду там покушать, то я вот буду этим питаться. So he was actually quite happy to find out that there was actually food that he could eat in America. Я на самом деле очень обрадовался, когда узнал, что есть что-то съедобное в Америке. But he said it was very expensive. Но он считал, что это очень дорого. For what he could buy for 2 or 3 pennies in India. За что он в Индии отдавал 2-3 пенни. It cost $1 or $2 in America. Несколько долларов стоило в Америке. He said a little chili powder, which costs, you know, a couple of pice in India. В Америке перец стоит несколько. A little chili powder. В Индии порошок чили стоит несколько рупий. Нет, пайса. He said here it costs $1 or $2. В Америке около $1. But still, you know, Prabhupada was very happy. He didn't know if the Americans would eat prasad. Но тем не менее, Шрила Прабхупада очень рад, потому что он не ожидал, что американцы будут есть прасад. So he was very happy to see they would actually eat vegetables. И он был очень счастлив, когда увидел, что они все-таки кушают овощи. And Prabhupada had to personally feed some of his followers at the beginning. И вначале Шрила Прабхупада готовил для первых своих последователей. There was one devotee named Stridich. Одного из первых учеников Шрила Прабхупады звали Страйдич. He was I think he was 17 years old. И мне кажется, ему 70. At that time was 70. Yeah, he was 17. 17. 17. So Когда ему было 17. Stridich's mother came to the temple one time. Однажды мама Страйдича пришла в храм. And she told Prabhupada, he can stay here if you make sure he eats. Stridich's mother came to the temple. И она сказала Шриле Прабхупаде, если вы обещаете, что вы будете его кормить, я разрешу ему жить в храме. So Stridich wouldn't eat. Страйдич ничего не ел. Prabhupada was trying to give him to eat a chapati or 2 chapatis, but it was very difficult. И Шрила Прабхупада пытался ему чапати дать ему, или 2 чапати, но сложно было его накормить. And then one day Stridich developed an appetite for prasad. Но в определенный момент аппетит у Страйдича проснулся, аппетит к прасаду. So he started to eat more and more chapatis. И он стал больше и больше чапати есть. And when he got up to 29 chapatis at a time, И он дошел до того, что стал есть 25 чапати за раз. Prabhupada said, that's enough. И тогда Шрила сказал, все, хватит. So Srila Prabhupada was actually quite serious Шрила Прабхупада был очень серьезно настроен about distributing Krishna consciousness. В смысле распространения сознания Кришны. Because that's the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Потому что в этом заключалась миссия Чайтаньи Махапрабху. So then Prabhupada writes in the purport that one should be considered an Uttama Adhikar. И об этом Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что такого человека нужно считать Уттама Адхикари. This is in chapter 5, verse number 5 of the Nectar of Instruction. Это комментарий к 5 стиху Нектара наставления.
let's try again. You have a 33? When a person realizes himself to be eternal servant of Krishna, Когда человек понимает свое тождество как вечного слуга Кришны, he loses interest in everything but Krishna's service. он теряет интерес ко всему помимо служения Кришне. So that would be quite amazing, wouldn't that be? Это на самом деле очень удивительный факт, так ведь? We had no other interest except for Krishna's service. Представьте, нам ничего не интересно, кроме служения Кришне. Always thinking of Krishna, Он всегда думает о Кришне. devising means by which to spread the holy name of Krishna. И придумывает все новые способы распространения сознания Кришны. He understands И он понимает, that his only business что единственное его дело is in spreading the Krishna consciousness movement – это распространение движения сознания Кришны all over the world. по всему миру. Such a person Такой человек, is to be recognized as an uttama adhikari, такого человека нужно воспринимать как уттама-адхикари. and his association should be immediately accepted И необходимо всеми возможными способами получать его общение according to the 6 processes, в соответствии с 6 процессами. Vidati, Pratigrinati, etc. Indeed, the advanced uttama adhikari Vaishnava devotee На самом деле возвышенный преданный уттама-адхикари, should be accepted as a spiritual master. его нужно принять духовным учителем. Everything one possesses should be offered to him. Все, что есть у человека в собственности, отдать такой личности. For as an enjoying that one should deliver whatever he has to the spiritual master. Все, чем человек наслаждается, нужно отдать духовному учителю. For as an enjoying that these brahmachari in particular supposed to beg alms from others. Как, например, в частности, брахмачари, он просит пожертвования от лица духовного учителя. And offer them to the spiritual master. И потом приносит их духовному учителю. However, one should not imitate the behavior of an advanced devotee. Однако не стоит имитировать поведение возвышенного преданного Or Mahabhagavad или Махабхагавата, without being self-realized. не достигнув уровня самосовершенства. For by such imitation, Потому что благодаря такому подражанию one will eventually become degraded. человек в конце концов падет. Part of our business is to understand what is the characteristics of the different devotees. Часть нашей задачи заключается в том, что мы должны понять качества различных преданных And try not to minimize them. и не преуменьшать их. Even the advanced Kanistadhikari devotee is considered to be very exalted. Даже возвышенные уровни преданного на платформе, конечно, Адхикари, такие преданные могут быть тоже достаточно возвышенными. Who is the example of the most advanced Kanistadhikari devotee? Каков пример самых возвышенных преданных Канишка Адхикари? Yes. Yeah, the 4 Kumaras. The 4 Kumaras. 4 Кумар. So if the 4 Kumaras came into this room, would we offer them any respect? Представьте себе, смогли бы вы выразить почтение 4 Кумарам, если бы они зашли сюда, в эту комнату? Oh, they're just Kanistadhikaris. Это всего лишь Канишки зашли. Get a job. Идите себе на работу, служение приходите. They're just pretending. Они просто притворщики. They should get married. Им надо всем жениться. No, they're exalted devotees. Нет, это возвышенные преданные. But the only advanced liberated, the advanced Uttama Kanistadhikari is a liberated devotee. Канишка Адхикари – это освобожденный преданный. The advanced Kanistadhikari devotee is a liberated devotee.
Возвышенный уровень каништхи, адхикари — это уже освобождение, уровень освобождения. As I said this morning, we're trying to act on the Madhyama Adhikari platform. Как я уже сегодня говорил, что мы стараемся действовать на уровне Мадхьямы, So we can come to the platform of liberation. чтобы мы достигли уровня освобождения. So gradually our hankering, our lamentation, И постепенно наши желания и скорби, our interreactions with others, наше взаимодействие с другим, our hankering and lamentation will disappear, and our interaction with each other will simply be based on Krishna's service. и после того, как скорбь и желания уйдут, наши взаимоотношения с другими будут основаны на сознании Кришны. Then our distresses will go away. Тогда наши страдания уйдут. We won't worry about whether we're comfortable or not. Мы не будем особо беспокоиться, достаточно уютно мы устроены или нет. Just like it is said, Как, например, говорится, Raghunath Goswami, Рагунат Дас Госвами, he was only eating a little bit of buttermilk every other day. он ел всего лишь пахты раз в 2 дня, стакан пахты. Is that right? What is the word for buttermilk? Пахта. Bhakta. It's almost like bhakta. Every other day. Раз в несколько дней. So it appeared he was very austere. И казалось, что он достаточно аскетичен. But actually in the spiritual world, he was enjoying a big feast 3 times a day. Но на самом деле в духовном мире он наслаждался пиром 3 раза в день, Cooked by Srimati Radharani and the other gopis. который готовили Шримати Радхарани и другие гопи. So here it appeared that he was starving, but there he was getting more and more fat. И здесь казалось, что он худеет и голодает, а там он ел все больше и больше, и ел все. If one is actually in Krishna consciousness, then there's no need for any material comfort. Если человек по-настоящему находится в сознании Кришны, то ему нет дела до какого-то комфорта. And one can understand everything clearly. И для него все становится ясным. All knowledge is revealed spontaneously. Спонтанным образом ему является все знание. And one is already liberated. Такой человек уже освобожден. So there's no material existence for a liberated devotee. Для освобожденного преданного нет материального существования. But now we're acting on it, we're trying to act on the liberated platform to come to the platform of liberation. Но мы стараемся действовать на освобожденном уровне, чтобы этого освобожденного уровня добиться. And the Uttama Adhikari is one who's actually beyond liberation. А Уттама Адхикари, он даже выше уровня освобождения. Liberation is simply to realize that we're not the body. Освобождение предназначено для понять, что мы отличаемся от тела. That I'm actually a spiritual soul. Что я духовная душа. I'm servant of Krishna. Я слуга Кришны. And when one serves Krishna, then gradually one makes progress towards Krishna prema. И когда человек служит Кришне, постепенно он прогрессирует, развивается до Кришны премы. When the iron's in the fire, it gets hotter and hotter and hotter and hotter. Как, например, железо, находясь в огне, нагревается, становится все горячее и горячее. The liberated devotee, he's always in the fire of Krishna consciousness. Освобожденный преданный всегда находится в огне сознания Кришны. And one day the ruchi, asakti, bhava, and prema, he'll develop them one after another. И однажды один за другим преданный пройдет все эти уровни ручи, асакти, бхавы и премы. Shraddha, Ratira, Bhaktir, Anukramishati. They just follow spontaneously after liberation. Естественным образом они идут один за другим после освобождения. But Prabhupada said we should not imitate that platform. Но Шрила Прабхупада предупреждает, мы должны подражать преданному такому уровню. Even if one is liberated, he should not imitate an Uttama Adhikari. Даже преданный на уровне освобождения не должен подражать Уттама Адхикари. What to speak of one who still has some material concept, yet he's trying to act on the spiritual platform. Что уж говорить кто еще сохраняет свои мирские представления о жизни, несмотря на то, что стал духовный путь. Then Prabhupada writes, so in this verse, Srila Rupa Goswami advises the devotee
Итак, Шрила Прабхупада продолжает. В этом стихе Шрила Рупа Госвами советует всем преданным, to be intelligent enough to distinguish between the Kanishta Adhikari, чтобы советует обрести достаточно разума, чтобы различать между Канишкой, Madhyama Adhikari, Мадхьямадхикари and Uttama и Adhikari. Уттамадхикари. Sometimes Prabhupada makes it seem very, very simple. И иногда Шрила Прабхупада представляет все достаточно просто. That it seems, you know, today I'm a Kanishta Adhikari, and maybe tomorrow I'll be a Madhyama Adhikari, and maybe it'll take a few weeks before I'm an Uttama Adhikari, but I'm patient. Сегодня я, может быть, Канишка Адхикари, ну, скорее всего, завтра уже стану Мадхьяма, ну, 2 недельки уже я вот там Адхикари, ну, я потерплю, я же терплю. Because in one sense, Prabhupada understood how impatient Western people are, how impatient people in Kali Yuga are. Потому что в каком-то смысле Шрила Прабхупада понимал, что в Кали-югу, и особенно на Западе, люди очень нетерпеливы. We want everything Мы хотим все сразу. yesterday. Не просто сразу, еще и вчера. Yesterday was too late. Вчера это и то было поздно. So Prabhupada said it's a gradual process. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, это постепенный процесс. You mean it's going to take a week? А что вы имеете в виду? Что неделя, что ли, целая? It's too long. Так долго. But even we have to understand all, I mean, in order to get a clearer vision, we have to understand the different levels of Kanishta Adhikari. Но у нас должно быть целостное видение всего этого уровня, конечно, Адхикари. Madhyama Adhikari. В целом уровне Мадхьяма. And how exalted is the Uttama Adhikari. И насколько возвышенный преданный Уттамадхикари. Then Prabhupada says the devotee should also know his own position. И также Шрила Прабхупада пишет, человек должен понимать свое положение. And should not try to imitate a devotee situated on a higher platform. И не подражать преданным, которые находятся на более высоком уровне. Srila Bhakti Vinod Thakur has given some practical hints. Шрила Бхактивинода Тхакур дает практические моменты. To the effect that an Uttama-adhikari Vaishnava can be recognized by his ability to convert many fallen souls to Vaishnavism. Что Уттамадхикари можно познать, насколько эффективен он в обращении обусловленных душ в вайшнавизм. We can see in Srila Prabhupada's life, he started from absolutely nothing. И мы можем исследовать жизнь Шрилы Прабхупады. Он начал с нуля. Obviously, that was part of Krishna's plan to glorify Srila Prabhupada. Очевидно, это был план Кришны, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду. No money, no followers, nothing. Нет денег, нет последователей, ничего нет. In a city where he was not known by anyone, he had no contacts. И в городе он появился, в котором никого не знал, никаких связей не было. And just by chanting Hare Krishna, Он просто повторял Харе Кришну. and talking about Krishna, Он рассказывал о Кришне. he was able to spread Krishna consciousness all over the world. Он смог распространить сознание Кришны по всему миру. Obviously, he was empowered by Krishna. Очевидно, что он был уполномочен Кришной. One should not become a spiritual master unless he has attained the platform of Uttama Adhikari. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что человек не должен становиться духовным учителем до тех пор, пока он не поднялся на уровень Уттамадхикари. So why is that? Почему же так? In one sense, Chaitanya Mahaprabhu told us all to become spiritual masters. С одной стороны, Господь Чайтанья говорит, что все должны стать духовным учителем. And here Prabhupada says we shouldn't become an Uttama Adhikari unless we shouldn't become a spiritual master unless we obtain the platform of Uttama Adhikari. А здесь Шрила Прабхупада утверждает, что до тех пор, пока человек не достиг уровня Уттамадхикари, он не должен становиться духовным учителем. Is this contradictory? Здесь есть какое-то противоречие? Нет. Находите? Why not? Почему нет? Who thinks it's contradictory? Поднимите руку, кто считает, что это противоречие. Who thinks it's not contradictory? Поднимите руку, кто считает, что противоречия нет. Who has no idea what I'm talking about?
А кто вообще не понимает, о чем речь? Well, when Lord Chaitanya Mahaprabhu said we should all become spiritual master, what was he talking about? Когда Господь Чайтанья говорил, что все должны стать духовными учителями, о чем он, что он имел в виду? Preaching. We should help everyone become Krishna conscious. Да, мы должны помочь всем и каждому стать сознающим Кришну. Isn't that right? Это так или нет? And when Prabhupada was talking about spiritual master here, who is he talking about? А когда здесь Шрила Прабхупада говорит о духовном учителе, что он имеет в виду? Yeah, especially initiating guru. Да, в особенности он говорит о том духовном учителе, который дает посвящение. Why is that? Почему так? Because yeah, the responsibility. He's supposed to represent Krishna. Да, потому что он является представителем Кришны. Krishna is like the fire. Кришна подобен огню. And we're like the iron. А мы подобны железу. To represent Krishna, you have to be in the fire. Чтобы быть представителем Кришны, вам нужно быть в огне. The iron has to become as hot as the fire. Железо должно быть стать таким же горячим, как огонь. It has to become just like fire. Во всем должно быть подобно огню. Otherwise, what's the problem? А иначе какие будут сложности? If one becomes a spiritual master and he's not in the fire, what happens? Если человек становится духовным учителем, но он при этом не горит сознанием Кришны, что будет? You will be unable to help the soul. Yes, he might be able to help him. Ну, может быть, и вам сможет помочь. I mean, to some degree, До какой степени? different degrees. Может, сам потухнет. He can reduce his temperature. Yeah. Just like probably when in the interview with Brahmatirtha or Bob Cohen, did they have that book in Russian called Perfect Questions and Perfect Answers? Есть как известное интервью с Боб Коэном, которое было изложено в книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Prabhupada talks about big fire and little fire. Шрила Прабхупада говорит о большом огне и маленьких огоньках. If you have a big fire, whatever you put into it, it'll consume. А что бы вы ни бросили в большой огонь, он все поглотит. And if you have a little fire, Но есть маленькие огоньки. you put too much into it, what will happen to the fire? Если очень много туда подбросить дров, что с огнем произойдет? It'll go out. Он исчезнет. Because that's the nature. It's not the fault of the well. So what are we putting into the fire? What are we putting into the fire that may cause it to go out? И что же мы такое подбрасываем в огонь, что мешает ему гореть? От чего он гаснет? Just imagine everyone here. Imagine they become a Diksha Guru. Представьте себе, что каждый присутствующий в этой комнате стал Дикша Гуру. Even the ladies. Даже Матаджи. Даже женщины. And you have 5,000 devotees, disciples. И у вас 1000 учеников. So what's the problem? Какие будут возникнуть проблемы? Many problems. Well, besides their problems. Ну, за исключением проблем учеников. What's that? Pride. Pride. Yes, I have 1,000. У меня You only have 500. А у тебя всего лишь 500. I am twice a bigger savior as you are. Я в два раза лучший спаситель, чем ты. 500 more people love me than they love you. Меня любит на 500 больше человек, чем тебя. And what else? Что еще? Oh, you're so wonderful. Вот, ты такой замечательный. Yes, I always wanted to be wonderful. Да, я всегда хотел быть замечательным. I'm glad that someone finally realized it. Я так рад, что наконец кто-то это понял. You're my savior. Ты наш спаситель. Compared to you, even Krishna is insignificant. По сравнению с тобой даже Кришна незначительный. And all the ladies. А все женщины. Praise and adoration.
distinction, выделенность, слава, почет, material resources. всякие материальные удобства. You simply say Hare Krishna and people are throwing money at you. А вы просто говорите Харе Кришна, и люди забрасывают вас деньгами. Ideal occupation. Идеальная работа. And they're obliged, it's their duty to make you happy. И это их обязательство, в этом их долг, сделать вас счастливыми. Even the husband doesn't think is not so attentive to his wife. Даже муж не настолько внимателен к своей жене. Or the wife to the husband. Или жена не настолько внимательна к You're мужу. supposed to surrender everything. Вам нужно будет отдать все. So if one is not 100% Krishna conscious, Поэтому если человек не на 100% сознающий Кришну, there may be a little tendency to enjoy. будет присутствовать небольшая тенденция к наслаждению. And Maya is saying, here, take it all. И Майя тут как тут говорит, все бери, все твое. Is there any possibility of becoming bewildered? Как вы думаете, будет возможность уйти с пути? Especially when you're already bewildered. Особенно, когда вы уже сбили с толку. Yeah, so it's, what's that? Yeah, it's very difficult. Да, очень трудно. So that some people, they think, oh, you've taken that responsibility. Кто-то может подумать, о, вы взвалили на себя такую ответственность. Everyone's praising you. Все вас прославляют. Everyone's giving you, donations. Все вам дают пожертвования. So I will help you. Я помогу вам. I'll simply go, you're a dog, you're a hawk. Я буду помогать вам. Я буду впереди вас идти, говорит, ты свинья, ты собака. Make sure your false ego doesn't get too big. Чтобы я буду помогать вам защищаться от вашего ложного, чтобы оно не раздувалось. Actually, it's better to give the person some assistance. Конечно, каждому человеку нужны какие-то помощники. Rather than becoming envious, we should try to help them. И вместо того, чтобы завидовать им, мы должны помогать. Then by reminding them with their services. Мы должны напоминать им о их служении. Their service is to teach their disciples how to cooperate to spread Krishna consciousness. Мы должны напоминать их ученикам, как сотрудничать в служении Кришны. And your duty is to utilize the resources you get and utilize them in Krishna's service. И использовать все доступные ресурсы в служении Кришны. Then there is no problem. Тогда не будет никаких проблем. As Prabhupada said, the devotee who is qualified to be a spiritual master. Как Шрила Прабхупада говорит, каждый преданный достоин, чтобы стать духовным учителем. He explained how he sees things. Он объясняет, как видеть вещи преданные. He understands that actually I'm only an instrument for Krishna. Преданный понимает, что я всего лишь инструмент в руках Кришны. Because Krishna is in my heart. Так как Кришна в моем сердце. Whatever I can remember, it all comes from Krishna. Все, что я помню, исходит от Кришны. And hopefully Krishna is helping me forget Maya. И я надеюсь, Кришна поможет мне забыть о Майе. And whatever knowledge I have is all coming from Him. Все знание, оно от Него исходит. And the knowledge that Krishna is helping me remember in my devotional service comes from my spiritual master. И знание, благодаря знанию, Кришна помогает мне помнить о том, что все это я получил от Духовного Учителя. Therefore, when I have followers, and I'm giving them some instruction, И поэтому, когда я даю наставление своим последователям, I realize it's not my instruction. на самом деле я понимаю, что это не мои наставления. It's actually the instruction that Krishna is giving me, or my spiritual master is giving me, by the mercy of the super soul of my heart. И это наставление, которое Кришна или мой Духовный Учитель дали мне по милости сверхдуши. By the mercy of the instruction of my spiritual master being given to me by the super soul. Наставление, которое дал мне мой Духовный Учитель, это милость сверхдуши. And therefore, when he sees his followers or disciples following his instruction, и тогда он видит, как его последователи и ученики следуют его наставлениям. he thinks that they're serving his spiritual master very nicely.
Он считает, что они служат моему духовному учителю замечательным образом. So he learns from them how to become a better servant of his spiritual master. И он учится у них, как быть более достойным, более хорошим слугой духовного учителя. In that way, he takes instruction from his disciples how to advance in devotional service. И так он получает наставления от своих учеников, как развиваться в сознании Кришны. Of course, one should not think my spiritual master, he's actually my servant. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что мой духовный учитель, он на самом деле мой слуга. He's learning from me how to perform devotional service. Он на самом деле у меня учится, как служить. Как заниматься служением Кришне. Это не должное настроение ученика. But that is the qualification. Even one is not self-realized. One has to have that vision, unless one will become entangled. Но даже если человек не достиг уровня совершенства, самосознания, то ему необходимо это видение, чтобы не быть порабощенным. So then Prabhupada writes, a neophyte Vaishnava or a Vaishnava situated on the intermediate platform. И дальше Шрила Прабхупада пишет, что вайшнав, который находится на среднем уровне, can also accept disciples. Также может принимать учеников. But such disciples must be on the same platform. Но эти ученики могут быть только на том же уровне. And it should be understood. И надо понимать. They cannot advance very well. Они не могут развиваться должным образом. Toward the ultimate goal of life. И добиться конечной цели жизни. Under his insufficient guidance. При его недостаточных, неполноценных наставлениях. So one can become a spiritual master even if one is a Kanista Adhikari or even a Madhyama Adhikari. Так, человек, даже находясь на уровне Канишки или Мадхьямы, может стать духовным учителем. But one may not be able to help the disciple that much. Но он может особо не сможет помочь своим ученикам. Because if one is not self-realized, the guidance will be partial. Потому что если он не самосознавшаяся душа, его наставления будут обусловлены. For that reason, Prabhupada didn't want to base our society simply on the idea of acharyas. Именно поэтому Шрила Прабхупада основал, как бы заложил идею ачарьи в нашем движении. That the actual mercy that we'll get is not simply getting blessings from individual devotees. Настоящую милость человек получит не просто получая благословения от каких-то преданных. Although that is also important. Хотя это, конечно, тоже важно. But the actual strength, the actual potency that will be there to become Krishna conscious. Но настоящую силу, настоящее могущество, чтобы стать сознающим Кришну, is based primarily in our putting aside our material concepts of life. Человек получит только если отбросить в сторону свои мирские представления о жизни. And work seriously to help others become Krishna conscious. И будет серьезно трудиться для распространения сознания Кришны, чтобы дать сознание Кришны. Individual persons giving their particular mercy. Сознание Кришны, которое отличается от какой-то отличается от того, что какой-то индивидуалист дает свою милость кому-то. But it's based upon everyone working together to spread Krishna consciousness under Prabhupada's instructions. Но зависит от того, насколько вместе преданные сотрудничают под руководством и следуя наставлениям Шрилы Прабхупады. Everyone will become important in the Hare Krishna movement in proportion to their seriousness to help spread Krishna consciousness. Каждый становится важен настолько, насколько он серьезен в отношении исследования, наставлениям в распространении сознания Кришны. To become Krishna conscious also. И чтобы стать сознающим Кришну. First person we should spread Krishna consciousness to is ourselves. Первый человек, кому мы должны распространить сознание Кришны, это мы сами. Not that everyone else goes back to Godhead and we make a visit to Yamaraj. Не так, что все остальные возвращаются домой назад к Богу, а мы приходим в гости к Ямараджу. No, we have to first become Krishna conscious.
Нет, сначала мы должны стать сознающими Кришны. And then try to give Krishna consciousness to others. И потом мы должны попытаться дать сознание Кришны другим. And put aside all our false identities. И отбросить в сторону все наши ложные самоотождествления. Including any kind of identification which will be an impediment towards our cooperating with one another and spreading Krishna consciousness. Включая наши отождествления, которые мешают нам сотрудничать друг с другом в распространении сознания Кришны. Therefore it says the disciple should be careful Именно поэтому говорится, что ученик должен быть очень аккуратен, to осторожен, accept an Uttama Adhikari as a spiritual master. принимая Уттама Адхикари своим духовным учителем. So we have one Uttama Adhikari that at least within this movement we recognize. И, по крайней мере, мы признаем наличие одного Уттама Адхикари в нашем движении. That is Srila Prabhupada. Это Шрила Прабхупада. And others may be Uttama Adhikaris. We may see them as Uttama Adhikaris. Других мы можем воспринимать как Уттама Адхикари, Or Madhyama Adhikari. или Мадхьяма, Or Kanishta Adhikari. или даже Каништа. Everyone has their individual perspective on things. А у каждого есть своя точка зрения. But if someone, the more one works cooperatively to spread Krishna consciousness, Но чем более человек проявляет качество сотрудничества с другими в распространении сознания Кришны, the more one is seen chanting at least 16 good rounds every day. и чем больше человек утверждается в должном воспевании 16 кругов ежедневно, The more one is seen that they're strictly following all the rules and regulations. чем дольше человек следует 4 регулирующим принципам, The more one is seen that he's working seriously to help bring Krishna's other children back to the spiritual kingdom. чем дольше он трудится над тем, чтобы вернуть детей Кришны назад в духовное царство, Then we can accept the person as a more advanced and as an advanced devotee. то такого человека мы можем принять как возвышенного преданного. As I mentioned before, Как я раньше говорил, at the end of Srila Prabhupada's appearance on this planet, почти перед самым уходом Шрилы Прабхупады из этого мира, then some Indian gentleman came to Srila Prabhupada один индийский джентльмен пришел к Шриле Прабхупаде and asked Prabhupada who the next leader in the Hare Krishna movement will be. и он спросил Шрилу Прабхупаду, кто будет следующим лидером движения Харе Кришны. Because in India, the acharya would always choose another acharya. Потому что в Индии один ачарья всегда выбирает следующего ачарью. But Prabhupada told him, actually, I'm not choosing anyone as the next leader. Но Шрила Прабхупада ответил ему, что я никого не выбираю That своим. all my followers, they'll be the next leader. Все мои последователи будут следующими лидерами. In proportion to their seriously helping to spread Krishna consciousness И в зависимости от степени их серьезности в распространении сознания and following Кришны, the principles of Krishna consciousness, в той степени, насколько они серьезно следуют принципам сознания Кришны. as much as they're following the previous leader, then they become the next leader. Если они достойным образом следуют предыдущему лидеру, то они сами станут лидерами. So Prabhupada gave that ability, and he told the Indian gentleman, if you want to become the next leader, you can be the next leader. И он ответил этому индийскому джентльмену, если вы хотите стать следующим руководителем, лидером, то вы можете им стать. It's just a question of understanding the previous leader and then following him. Это все состоит в том, насколько вы понимаете и принимаете предыдущего лидера и следуете за ним. Because Prabhupada has also given this Hare Krishna movement to us. He's also given the ISKCON to us. И, конечно же, Шрила Прабхупада отдал искон нам. And he's given us an authority structure. И он дал нам структуру руководства. They're also initiating gurus, sannyasis. Он дал нам и гуру, которые дают посвящение, There are also positions of leadership. Он дал нам положение руководителей. So there are also authorities for us to follow. И они являются для нас авторитетами, за которыми мы должны следовать. So Prabhupada is appearing in so many different ways within the Hare Krishna movement. И так по-разному Шрила Прабхупада проявляется в движении Харе Кришны. We can say Prabhupada's instructions are coming through many different mediums in the Hare Krishna movement. Мы можем узнать наставления Шрилы Прабхупады из разных источников в этом движении Харе Кришны. So to follow Srila Prabhupada also means to follow the authority structure he's created. И следовать за Шрилой Прабхупадой означает следовать
той структуре руководства, которую установил сам Шрила Прабхупада. But that structure is meant to help us and others become Krishna conscious. Потому что эта структура предназначена нам и всем, чтобы мы стали сознающими Кришны. So, as much as we follow that authority structure, и если мы следуем этой системе руководства, especially guided by Srila Prabhupada's books and by Prabhupada's instructions and example, которая питается наставлениями из книг Шрилы Прабхупады, из его лекций, to that extent we become the next leader. И до той степени мы можем стать сами лидерами, The real leader, настоящими лидерами, the actual guru. настоящими гуру. We'll talk more about that tomorrow. Any questions? Еще мы об этом завтра поговорим. Есть ли какие-нибудь вопросы? Ваше Святейшество, у меня два вопроса. Первый вопрос. Было сказано, что освобожденная душа реально видит Господа и видит торжество всех живых существ. Это как понимать? Или реально он видит, или просто философское понимание? He said that the liberated soul sees Krishna in the real spiritual identity of all living entities. It is like philosophical understanding, or he just reads. No, he actually sees directly. Нет, непосредственно видит. И второй вопрос. And the second. Было сказано, что процесс постепенный, но можно слышать, что иногда преданные говорят, что не надо фанатеть, процесс постепенный, именно берут вот эти слова. И вопрос в том, что кто определяет эту постепенность. Ученик должен, наверное, выкладываться по максимуму. Если он будет выкладывать по максимуму, как раз и постепенно будет. То есть, кто определяет эту постепенность? А то обычно преданные могут сказать, что я определяю постепенность. Понятно? Ну, если можно, я повторю. Repeat question, because it's too long. То есть, насколько сильно, скажем так, мы должны прилагать усилия, да? Правильно? Нет. Иногда преданные говорят, что берут слова на вооружение, что процесс постепенный. И я определяю эту постепенность. То есть, не надо фанатеть, нужно постепенно делать. Непонятно. So, as it was mentioned that the process is very gradual. Who defines the level of how it is gradually going on? Krishna. Кришна определяет. All under Krishna's control. Все является под контролем Кришны. As much as we're sincere, Krishna controls it. Все зависит от степени нашей искренности, и Кришна поэтому контролирует. So it's true. Thank you. Hare Krishna. Prabhupada ki jai.